Саляму алейкум варахматуллахи вабаракатух. Сегодня у нас новый урок, новая тема. Как обычно, начинаем с упражнения «Переводим на арабский». Вопрос. Ты был дома? Ты был дома? هل كنت في البيت؟ هل كنت في البيت؟ Я была в Египте. Или же я был в Египте. كنت في مصر. كنت في مصر. Вопрос. Вы были в школе? Вы были в школе? هل كنتم في المدرسة؟ هل كنتم في المدرسة؟ هل كنتم في المدرسة؟ Отлично. Дальше мы переходим к новой теме. Сегодня мы будем говорить о множественном числе джама. Итак, первое, начнем с самого простого и легкого. Это муаннас, женский род. В этом правиле мы используем слова женского рода, имеющие значение профессий. Например, мударриса, мударриса. Для того, чтобы образовать множественное число, мы добавляем окончание ату или же ати. Ату для именительного падежа или рафа в арабском языке. И в остальных падежах мы будем использовать ати. А в разговорной речи гораздо проще. Мы просто будем сукунировать. Например, мударриса, мударрисату или же мударрисати в разговорном мударрисат. Давайте рассмотрим другие примеры. Табиба, табибат, талиба, талибат. Предложение. Мои подруги дома. Мои подруги дома. Садикат. Добавляем и мои окончания. Садикати фильбейт. Садикати фильбейт. Отлично. Дальше переходим к мужскому роду. Итак, в мужском роде здесь будет сложность, так как мы не все слова сможем образовать при помощи данных окончаний. Окончаний уна, вау и нун в фирофа, в именительном падеже и в остальном ина. Например, мударрис, мударрис, мударрисуна, мударрис, мударрисуна. Например, кто? Учитель. Мударрису – учителя, то есть. Мударрисуна филь мадраса. Например, нет кого? Учителей. Мударрисина. Мударрисина. Аль-мухандисуна филь бейт. Инженеры дома. Аль-мухандисуна филь бейт. عند المهندسين. عند المهندسين. عند переводится как у инженеров. عند المهندسين. Точно так же мы можем сказать عند صديقتي. У моей подруги. عند أمي. Например, كتابي عند أمي. Моя книга у моей мамы. Отлично. Теперь
Следующее, третье. И в третьем варианте мы должны просто выучить. Например, слово «китаб» в единственном числе, книги будет «кутуб». Кутуб. Калям – ручка, а ручки – аклям. Аклям. Талиб – студент. Студенты – тулаб. Тулаб. Очень важный момент, когда мы будем говорить «это книги» в арабском языке, мы будем использовать «хазихи», но только для множественного числа. «Хазихиль кутуб» – это книги, или же «хазихиль аклям» – эти ручки, или же это ручки. Например, для студентов уже мы будем использовать «хауля», «хауля», «хауляи туллаб», «хауляи туллаб». Здесь главным условием должно быть то, что множественное число для неодушевленных. Например, «хазихиль кутуб», «хазихиль аклям», «хауляи туллаб», «хауляи туллаб». Это студенты. Например, это студенты из университета. هؤلاء طلاب من الجامعة. هؤلاء طلاب من الجامعة. Отлично. И дальше у нас будет нечто новое. Мы с вами начнем изучать рассказ. Это рассказ Мухаммада аль-Абшари. Это сокращенный вариант. Мы будем изучать его по частям. Это лишь малая часть, которую мы сегодня изучим. Тем не менее, давайте начнем. كان ابن حسن ولدا كسولا. كان глагол быть. Ибн Хасан. Ибн Хасан. Ибн сын. Хасан это имя. Валадан. Кто такой валад? Валад это ребенок или же дитя. Касулян. Каким, да? Ленивым. Касуль. Очень ленивый. Или же лодырь. То есть он был ребенком очень ленивым. Он был лодырем. يحب اللعب كثيرا. يحب اللعب كثيرا. Давайте рассмотрим с вами глагол юхиббу. Юхиббу в данном случае у нас глагол в третьем лице в единственном числе в настоящем времени. Давайте проспрягаем этот глагол. أنا أحب. أنا أحب. Например, возможно, кто-то из вас уже слышал. أحبك для мальчика или же أحبك для девочки. Говорим. أحبك في الله. Люблю тебя в Аллахе. Особенность данного глагола в том, что к этому глаголу мы можем добавлять слитные местоимения. أحبك, да, мы видим сразу, идет соединение. Далее. تحب. تحب. أنت تحب. هل تحبها. هل تحبها. Ты любишь ее? هل تحبها. Это лишь пример. أنت تحبين. أنت تحبين. تحبين. هو يحب. هل يحبها. هل يحبها. Он любит ее. تحب.
مريم تحب مدرستها. مريم تحب مدرستها. Марьям любит ее школу. Отлично. Вернемся к нашему тексту. Юхиббу ляйба. Что такое ляйб? Ляйб– это забава, развлечение или же шутка. Значит, мальчик любит забавы или же шутки. Слово «касир» переводится как «много», но в данном случае «касирон» – это наречие и имеет значение как очень много, да? Юхиббу ляйба касирон, значит очень. Точно так же мы можем использовать слово касирон с глаголом юхиббу. Юхиббу касирон, люблю очень. Например, кто-то может сказать, да, сказав такие слова своей матери, например, «Ухиббуки касиран» – «Я очень люблю тебя». Продолжаем. «Ваякраху ля-амаля». «Ваякраху ля-амаля». «Якраху» – ненавидеть. Яни он ненавидит. Давайте рассмотрим данный глагол. Ана акраху. Ана акраху. Я ненавижу. Анта такраху. Ты ненавидишь или же очень не любишь. Анти такрахина. Ты не любишь. Якраху. Хуа якраху. Он не любит. Хия такраху. Она не любит. Ваякраху ля-амаля. Амаль – это работа. И ненавидят или же очень не любят аль-амаль – работу. وكانت أم الولد. وكانت أم الولد. И мама мальчика тухфаан. Что такое тухфаан? Это значит скрывать. В данном случае тухфа стоит в третьем лице для спряжения хия. Она скрывала от. И слово зауджиха. Зауджи переводится как супруг. Зауджа с тамарбуттой супруга. Значит, зауджи супруг, зауджа супруга. У нас же в тексте зауджиха. Значит, ее супруга. Она скрывала от ее супруга халь. Что же такое халь? Халь – это мы говорим кейфа халюка или же кейфа халюки, как дела, да, дела или же положение ибниха, положение ибн сына ха ее, аль-касуль, ленивого. Давайте рассмотрим предложение со словом зауч, зауджа. Зауджи фил амаль, зауджи фил амаль. Мой супруг на работе. Зауджи фил амаль. Зауджати фиссук. Зауджати фиссук. Моя супруга на базаре. Замечательно. А теперь давайте снова все прочитаем. كان ابن حسن ولدا كسولا يحب اللعب كثيرا ويكره العمل وكانت أم الولد تخفى عن زوجها حال ابنها الكسول. Отлично. Давайте прочитаем вместе. كان ابن حسن ولدا كسولا يحب اللعب كثيرا
ويكره العمل. وكانت أم الولد تخفى عن زوجها حال ابنها الكسول. Отлично. На этом мы с вами закончили. Я надеюсь, что теперь этот текст стал для вас понятным. Пожалуйста, отработайте каждое слово, составьте предложение, как письменно, так же и устно. Всем желаю хороших уроков и ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.